Совсем недавно стартовала новая Тритон Series. В этот раз наша любимая серия турниров с астрономическими боинами проходит в Черногории. Спешим порадовать тебя невероятной раздачей с финального стола главного турнира серии. В ней схлестнулись Никита Бодяковский и Сэм Гринвуд. Поехали! За последние 2 уровня Никита Бодяковский не выиграл ни одной раздачи. Когда игроки вернулись за стол после перерыва, он был чип-лидером, но последние 2 часа он только и делает, что проигрывает фишки. А вот у этого парня дела, наоборот, идут очень хорошо. Это Брин Кенни. Он чип-лидер и намного опережает ближайшего преследователя. Рядом с ним Сэм Гринвуд, он выиграл уже 2 раздачи подряд. Продолжится ли эта полоса? Сейчас у Сэма 11 блайндов. Скорее всего, сейчас он снова поставит all-in. Даю обратный отсчет. 3, 2, 1. Поехали. О! Забудьте все, что я только что сказал. All-in отменяется. Это был просто лимп. Какой хитрец, не ожидал такого от Сэма. У него 11 блайндов, а он вместо all-in заходит в раздачу лимпом. Сэм мыслит вне рамок. Он постоянно что-то выдумывает. Это не всегда срабатывает, но за такой игрой интересно наблюдать. Посмотрим, чем закончится этот розыгрыш. Сомневаюсь, что у Дэна и Никиты много опыта игры без позиции против лимпа от игрока Скотофа. Сэм поставил ребят в непростое положение. Думаю, одномастная туз-дама – это точно не та рука, на которую противники положили Сэма. Вот только есть проблема. Неважно, на какую руку они положили Сэма, но оба поймали по топ-паре, и просто так этот банк никогда не бросит. В очень неприятной ситуации оказался Дэн Тэнк. У кого, а у него точно нет никаких шансов выиграть эту раздачу. Сэм ставит 120 тысяч. Это минимальная возможная ставка. Он надеется, что противники никак не зацепились за доску и просто сдадутся без борьбы, но это не тот случай. Сэм Гринвуд, спасибо тебе за эту раздачу. В 99 случаях из 100 ее бы вообще не было. Стандартная игра здесь это all-in с Котофа, 2 паса от блайндов и поехали дальше. Но Сэм решил подойти к розыгрышу креативно. Раздача сразу стала интересной. Теперь тут есть что обсудить. Абсолютно неважно, играешь ты по-крупному или не любишь рисковать. У нас для тебя есть сразу 2 эффективных курса по 9900 рублей, которые за тебя заплатит спонсор. От тебя остается лишь выбрать дисциплину – МТТ или кэш. Тебя ждет раскрытие твоего потенциала, хладнокровная стратегия против соперников любого уровня, постоянная поддержка единомышленников, а также подробный анализ игры от профессионалов. Переходи по ссылке в описании и оставляй заявку. Поторопись, количество спонсорских мест ограничено. Никита в очень странном положении. С одной стороны, у него топ-пара, и в большинстве случаев это лучшая рука. С другой, игрок на Котофе сыграл лимп на префлопе, а потом поставил на флопе. Ситуацию осложняет еще и то, что игрок на малом блайнде уравнял рейс Гринвуда. Думаю, даже сам Никита не до конца понимает, что здесь вообще происходит. Интересно, Никита делает чек-рейс, он ставит 260 тысяч. Это всего на 20 тысяч больше минимальной допустимой ставки. Похоже, Никита готовит путь к отступлению на случай, если Сэм задвинет all-in. Кроме того, ему надо подумать и о Тенге. Ведь если Тенг уравнял рейс Гринвуда на флопе, это может означать, что в его диапазоне тоже есть короли. Что будет делать Сэм с туз-хай? Он понимает, что высока вероятность, что, по крайней мере, у одного из его оппонентов есть король.
Сможет ли он выбить из раздачи топ-пару? Главная проблема в том, что у Сэма очень маленький стэк. Никита сыграл чек-рейс на большом блайнде. Он поставил чуть больше 2 блайндов. За спиной у него осталось всего 12 блайндов. У Никиты хорошая рука, которую очень не хочется выбрасывать, но какова вероятность, что противник будет здесь блефовать? Ага, Сэм ставит all-in. Это какое-то безумие. Не думаю, что Дэн уравняет. Если бы я был за столом, я бы положил Сэма на пару тузов. Или что-то очень близкое. Именно так он разыгрывает свою руку. Бодяковский сделал маленький чек-рейс. Он точно не ожидал, что противник попытается его заблефовать. Ведь в таких коротких стеках это невозможно. Это какой-то другой уровень покера. У Дэна нет выбора, он должен сдаваться. Слишком велика вероятность, что, по крайней мере, у одного из его противников есть большая рука. Единственное разумное обоснование колу – это очень короткие стеки. Дэн сдается. Сами. Тузы у тебя, что ли? Вздыхает Никита Бодяковский. Но он не знает, что Сэм блефует. Никита считает, есть ли у него шансы против тузов, и есть ли хоть минимальный шанс, что Сэм блефует. Вот это да, он делает кол. Посмотрите на его лицо, Никита очень удивлен. Он не ожидал, что окажется впереди. Он думал, что выставляется против руки лучше. Гринвуд в беде. Если на терне и ривере не откроется туз или 2 бубны, Сэм покинет турнир. Теперь Сэма спасает только туз. И это не туз. Не разобрал, что там, но это точно не туз. 5 пик. Эта карта ставит точку в этой невероятно крутой и странной раздаче. Такого я еще никогда не видел. Без всякого сомнения, в настоящее время Никита – это флагман русскоязычного покера. Напомним, он входит в 20-ку лучших игроков планеты. На его счету $22 миллиона призовых. Абсолютно неважно, играешь ты по-крупному или не любишь рисковать. У нас для тебя есть сразу 2 эффективных курса по 9900 рублей, которые за тебя заплатит спонсор. От тебя остается лишь выбрать дисциплину – МТТ или кэш. Тебя ждет раскрытие твоего потенциала, хладнокровная стратегия против соперников любого уровня, постоянная поддержка единомышленников, а также подробный анализ игры от профессионалов. Переходи по ссылке в описании и оставляй заявку. Поторопись, количество спонсорских мест ограничено.